Ясное утро четверга накрыло Кентукки своим теплым светом, когда Мелисса, 32-летняя учительница начальных классов, спешила на работу. Обычно она с легкостью управлялась со своим распорядком дня. Завтрак для себя и сына Дэниела, сборы и последующая дорога в школу. Однако в этот раз что-то пошло не так. Вчерашние семейные трудности, включая мелкие болезни и неполадки в расписании, привели к тому, что она была слегка выбита из колеи. Собравшись, она встала с далеко непривычным чувством беспокойства, прощаясь с Дэниелом, который внимательно смотрел на маму. «Не переживай, я скоро приду за тобой после школы», обещала она, обняв его, а потом поцеловала на прощание. Способы уменьшить опоздание на работе в голову не пришли. И что уж там, порою недолгая умиротворяющая поездка по живописным проселочным дорогам может быть более успокаивающей, чем оживленные главные улицы. Сложив запасы терпения и решительность в одну, Мелисса решила резко свернуть на тихую проселочную дорогу. Это был короткий, но живописный маршрут, обрамленный полями кукурузы и зелеными деревьями, из которых свисали высокие ветви, словно пытаясь спрятать их от солнечного света. Она включила любимую музыку и, погруженная в мелодии, потеряла со счету время. Но с каждой милей ее чувство спешки только возрастало. Это было тревожное чувство, которое она не могла игнорировать. Среди этой спешки и легкого волнения ее внимание отвлекло нечто необычное. На обочине дороги неподалеку от старой фермы лежал какой-то бесформенный пакет для мусора. В обычные дни Мелисса бы просто проехала мимо, считая это очередным мусором на дороге. Однако в этот момент ее не оставляло странное ощущение. Что-то в этом мешке движется. Да, действительно, он слегка колебался, как будто что-то внутри пыталось выбраться наружу. Сердце Мелиссы забилось быстрее от смешанного чувства любопытства и тревоги. Не зная, что делать, ей было трудно проигнорировать увиденное. Остановив машину, она вылезла и, как в замедленной съемке, осторожно направилась к пакету. Подходя ближе, она старалась не спугнуть то, что таилось внутри. Убедившись, что поблизости нет других людей, Мелисса сделала глубокий вдох и наклонилась, желая разгадать эту загадку. Собравшись с духом, Мелисса незаметно надорвала уголок пакета. И то, что она увидела, повергло ее в шок. Пара больших грустных глаз уставилась на нее из тьмы. Внутри пакета сидел щенок. Он выглядел изможденным и напуганным, его шерсть была грязной, а уши прижаты к голове. Однако, к ее удивлению, как только щенок увидел свет, в его глазах засияла искорка надежды, а он сам кивнул, как будто понимая, что его спасли. Еще один взгляд на щенка, и Мелисса заметила, что на его шее был ошейник, хотя он был очень поцарапанным и роскошного плюша на нем не было. Это вселяло в нее надежду. Возможно, у щенка есть владелец, и у него будет шанс вернуться домой. Однако при ближайшем рассмотрении она не обнаружила никаких идентификационных бирок или значков, чтобы выяснить, кто мог стать источником такой жестокости. С чувством горечи и решимости Мелисса поняла, что не может оставить щенка на произвол судьбы. Ей было известно, что время уходит, и она опаздывала на работу, но эта ситуация уже не позволяла идти на компромисс. Согласившись помочь, она осторожно подняла щенка и посадила его к себе на колени. Уложив его небольшое, трепетное тело, которое еле держалось, Мелисса нажала на педаль газа. Трепет по спине и мысль о том, что она везет его к новой жизни, согревали ей сердце. Когда она, наконец, добралась до школы, она знала, что, несмотря на спешку, ее первоочередной задачей было позаботиться о щенке. С трудом кому-то объяснив свою задержку и обосновав это не самым привычным образом, она связалась с Дэниелом. «Привет, дорогой», — сказала она взволнованным голосом. «У нас к тебе важная просьба. Я нашла щенка. Можно ты приехал забрать его?» Ответ Дэниела пришел мгновенно. «Конечно, мама! Я приеду скорее!» Мелисса почувствовала, как сердце ее наполнилось радостью. Она не знала, какую поддержку ей оказал собственный сын, и это поднимало ей настроение. Главное,
Щенка зовут Здоровяк. Вскоре Дэниел зашел в класс. С широкими глазами смотрел на маленького щенка, сидящего у нее на коленях, и с любовью принял эту внезапную дружбу. Вместе они направились в ветеринарную клинику, чтобы удостовериться в здоровье здоровяка. Там он прошел полное обследование. Ветеринар, доброжелательная женщина средних лет с серебристыми волосами, аккуратно ощупала щеночка. «Хорошо, что вы его принесли», — сказала она с улыбкой. «У него есть несколько мелких проблем, но в остальном он очень здоров. Это будет долгая реабилитация, но он почти не пострадал». С облегчением Мелисса и Дэниел вернулись в приют, полный восторга от того, что здоровяк был в добром здравии. Они устроили ему уютное место в своем доме с мягкой подстилкой и игрушками, которые Дэниел собирал за последние несколько дней. Этот щенок стал не просто питомцем, а настоящим другом, который нуждался в их заботе. Но в голове Мелиссы не давал покоя один вопрос. Кто мог сделать со щенком столь ужасную подлость? Как же так можно было относиться к живому существу? Беспокойство продолжало терзать ее. Имела ли семья, к которой принадлежал щенок, какой-то мотив бросить его в пакете на обочине дороги? Они просто испугались ответственности или, возможно, что-то более жестокое происходило в их жизни. Мелисса погрузилась в мысли и направила внимание на своего нового друга. Она присела рядом со здоровяком и обняла его, стараясь не давать себе повода для оставшихся переживаний. Каждый раз, когда он лизнул ее руку или положил голову к ней на колени, она чувствовала, как ее сердце наполняется нежностью и любовью. С каждой неделей, которую они проводили вместе, щенок стал неотъемлемой частью их семьи. Он видел, как семья Мелиссы росла, как они вместе играли в саду и как все завтракали вместе. Здоровяк радовал их своими выходками. Он гонялся за мячиками, издавал веселые звуки и обожал валяться в траве под теплым солнцем. Не прошло и нескольких недель, как Мелисса решила, что ее история уже значительно изменила ее жизнь. Собравшись с мыслями, она решила организовать собирание средств и помощь для приюта, где здоровяк был найден. Она была уверена, что многие щенки и котята ждут своих шансов на спасение. Она создала страницу в социальных сетях и разместила фотографии здоровяка, упоминая, какие чудеса происходят, когда люди принимают осознанное решение помочь тем, кто в этом нуждается. С помощью своих коллег Мелисса организовала небольшой благотворительный базар на выходные, где были выставлены не только мягкие игрушки и предметы, свезенные из дома, но и вещи, которые другие семьи сдались. С каждым новым постом все больше людей узнавали о ее инициативах. Мелисса находила поддержку, и люди охотно давали свои вещи. Книги, одежду, даже некоторые готовили выпечку для продажи на базаре. С умиротворением на душе она знала, что теперь ее история несет в себе что-то значительное. Благотворительная ярмарка прошла успешно, собрав немалую сумму для поддержки приюта. И пока Мелисса делилась каждой новой весточкой о здоровяке, она понимала, что ее маленький щенок стал источником целого потока добра и нежности. После события она решила, что, возможно, им стоит познакомиться с еще одним бездомным спасенным животным. С каждым новым днем ее жизнь все более менялась. Она чувствовала, как она и ее сын стали частью чего-то большего. Они не только стали защитниками животных, но и истинными примером для своих друзей и окружающих. И все это началось с того, как однажды Мелисса нашла брошенного щенка, который теперь был не просто питомцем, а настоящим членом семьи. И даже если вопрос о том, кто мог сделать такую недостойную вещь, остался безответным, она знала, что благодаря ее действиям она создала новую историю для звезды своей жизни — здоровяка. Теперь они были рядом, не только как друг и друг, но и как семья, которая стала символом надежды для всех животных, которым когда-либо была нужна поддержка. В конечном итоге это был не только щенок, который был брошен,
но и невероятное путешествие, где любовь и сочувствие изменили судьбы многих.